Коничуа! Коничуа, Оз на связи. Да-да, тот самый, который отлистал 70 бакинских за эту игру на релизе и наиграл уже больше 300 часов. Скажу сразу, что в конце видео вас ждут несколько рекомендаций для того, чтобы сделать эту игру более интересной, поэтому не выключай. А если уже играл в эту игру, тебя уже заждались в комментариях. Assassin's Creed Shadows. Что это? Очередной проходняк или достойное дитя своих отцов? Пока юбики соображали японский сеттинг, в мире появились Ghost of Tsushima или Sekiro, и разрабам нужно было хорошо постараться, чтобы не обосраться. И в принципе у них это получилось. На релизе игра разлетелась как горячие пирожки. Не слушайте всяких хейтеров, которые хоронят эту серию игр со времен истоков, а компанию Ubisoft записывают в бомжей из подворотни. Shadows принесла второй по величине доход от продаж в первый день за всю историю франшизы, уступив первое место только Эйвору и компании. И в целом я слышал о продажах более 5 миллионов копий, и это точно не провал года. А я так и не понял, за что хейтят Assassin's Creed Shadows. В основном на юбиков накинулись из-за отсутствия сюжета. Но давайте учитывать, что поколение сценаристов, которые вкладывали душу в каждую секунду повествования, уже давно отходят от дел. И проблема крутых сюжетных поворотов – это глобальная проблема не только игровой индустрии, но и кинематографа в целом. Но там же нет ассасинов, уберите из названия это слово. Я видел море таких комментариев. Спешу вас разочаровать. Главная героиня – прямой потомок японских ассасинов. Да-да, братство в Японии тоже существовало. Нет-нет, не переживай, тут не будет никаких спойлеров. Сюжет этой игры достоин отдельного видео, и я обязательно его выпущу, чтобы разъебать всех хейтеров. Но для этого нужно, чтобы это видео набрало 1000 лайков. А теперь ставим лайк. Так что ты знаешь, что делать. Открытый мир всегда был главной фишкой Ubisoft, и здесь они постарались сделать его максимально живым. Мир вокруг очень красивый и динамичный. NPC-шки постоянно двигаются по своим делам и что-то мутят на заднем фоне. Иногда можно даже подслушать полезную информацию. Собачки, кошечки, журавли и даже скаты. Подводный мир тоже живет своей жизнью. Кстати, на моей памяти это первая игра из серии, где нельзя убивать животных. Либо юбикам присунули защику зоозащитники, либо это один из способов передать часть миролюбивой японской культуры. Это, конечно, ярко контрастирует с жестокими методами ведения войны в то время, с реками крови и расчлененкой, с отрубленными головами, которые буквально валяются повсюду, и можно даже поиграть ими в футбол. Игра создана на абсолютно новом движке Unreal, который дал жизни всему окружению. Погода – это вообще шедевр. Это шедевр! Туман стелится над Японией, как смог над Москвой. А метели, такие вам точно въебало не летели ни в одной игре. Я как будто реально ехал на лошади в кенту в соседнюю деревню. Дождь? Так это вообще кайф. Я пару раз фантомно промок, пока зачищал парочку замков. А еще времена года постоянно меняются, и летом можно спрятаться в густой траве, а зимой эта трава высохла, и найти загашник уже не так легко. Летом легко двигаться по полям и лесам, а вот зимой бежать по сугробам пиздец как сложно. А еще все вокруг крушится и ломается. Заборы, бочки, столы, все можно крушить и ломать. Резать бамбуковые двери и раскромсать чей-то флаг на мелкие кусочки. Паркур тоже прокачали на новый уровень и взяли кое-что из прошлых частей. Теперь у нас есть крюк-кошка, которая помогает быстро забираться на высокие здания и прятаться во время погони. Добавили разнообразие движений, и движения стали более реалистичными. Теперь можно двигаться лежа в низкой траве и даже совершать скрытые убийства из положения лежа. Хорошо поработали и над освещением. Они как будто вернули меня во времена Splinter Cell. Можно тушить назойливые фонари, гасить свечи и уничтожать другие источники света. Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи. И это придает особого шарма режиму стелс. Любителям такой движухи здесь точно понравится. А если хочешь слэшер, бери самурая, катану и вперед за расчлененкой. Руки, головы, куски тел полетят в разные стороны. Пух и перья полетят ото всех. И кровавый душ тебе обеспечен. И если в какой-то момент ты устанешь и захочешь постелсить, но не захочешь менять персонажа, то даже тут разработчики позаботились о тебе. Ясуки тоже может передвигаться скрытно, прятаться в тени и совершать скрытые убийства из укрытий.
Крови, кстати, вообще до хрена. Она буквально везде. Даже если тебя десинхронизировали в битве с боссом, то во время релоуда кровь сохраняется на одежде и выглядит это довольно жутковато. А если ты попал в кровавый замес, то после боя нужно менять одежду, а лучше сразу надевай красное. Все эти плюшки дают максимальное погружение, и только за это можно поставить жирный плюс. Но там, где есть плюс, всегда найдется и минус. Мир игры огромный, живой, динамичный, но скучный. Они сделали красивые города, но во многих из них практически нечего делать. А многие задания опять сводятся к банальным убить 100 солдатов или принести 10 флагов. Игра из Adventure Action превратилась в RPG Adventure Action. Элементов RPG тут навалом. Прокачка персонажа, прокачка одежды и оружия, прокачка убежища, прокачка союзников. И теперь без прокачки персонажей ты превращаешься в мальчика для битья, в нашем случае в девочку. Кстати, по поводу девочки. Пусть это звучит как сексизм, но меня уже подзаебали эти главные героини. И даже тут разработчики сделали ход конем. На тебе, сразу двое. Маленькая и шустрая Наоэ, основной стиль которой это тот самый стелс и паркур, за который мы так полюбили Ассасин. И огромный и неуклюжий Ясуке, тот, которого нам иногда так не хватало в этой игре. Который может влететь в замок как танк, раскидать толпу самураев, разнести все вокруг в хлам и со спокойной душой уйти во свояси. А если вам не хватает ассасинов, то пройдите испытание Анимуса и заберите вот такой костюм эпохи Возрождения. И вот вам вылитый Эцио, только с более изящной походкой и милым личиком. И это ли не мед для геймера? Хочешь ломать и крушить, бери черного бугая. Хочешь двигаться незаметно, бери девочку-ниндзя. Они даже вернули двойные убийства, которых так не хватало в Вальгалле. Оружия много, но уже не дохуище 1000, как в прошлых частях. У каждого оружия своя возможность внезапной атаки. Например, при помощи дрына можно ушатать сразу 3 чедухов. Кусуригама работает на большом расстоянии, а катаной можно завалить япошку через бамбуковую дверь. Боевка тоже построена в лучших традициях Ассасина. Конечно, левую кнопку мышки у геймеров никто не отнимал, но теперь тупо спамить одну кнопку уже не получится. Теперь нужно анализировать противника, следить за таймингом во время боя, подбирать момент атаки, вовремя уклоняться и комбинировать удары. А вот эти парирования, это же великая классика со времен первых частей. И если освоить все эти навыки, то драка смотрится не хуже, чем в голливудских блокбастерах. А вот по поводу добиваний хочется сказать, что поскупились разработчики на количество анимаций. При такой динамике боя всего 3-4 добивания на каждый вид оружия. Когда ты в очередной раз видишь одно и то же эффектное убийство, оно перестает быть эффектным. Хочется, чтобы разработчики добавили больше кровавого разнообразия в эти танцы со смертью. А теперь время рекомендаций. Самое первое, что нужно сделать перед началом игры, это включить канонический сюжет. Эта функция избавит вас от назойливых диалогов, где вам нужно будет выбирать варианты ответов. Вы будете видеть историю так, как это задумали авторы Ubisoft. Характеры персонажей раскроются более ярко, и вы увидите их истинные лица. Также сразу ставьте японский язык озвучки, потому что в игре нет русской озвучки и многим придется читать субтитры. А если уж читать, то какая разница, на каком языке они будут говорить? Но поверьте, японская озвучка сделает процесс игры намного веселее. Ну и уровень сложности я рекомендую ставить эксперт или экстрим. Тогда любая схватка с противником может оказаться смертельной, и прокачка персонажа станет обязательным условием для прохождения. И весь этот гринд и шастание по открытому миру в поисках ресурсов уже не будут казаться такими бессмысленными. Бродить по открытому миру будет интереснее, если изучать его с первого шага. Например, собирайте ресурсы с самого начала игры, исследуйте мир вокруг, потому что где-то может лежать легендарный сундук. Или в каком-нибудь городе можно встретить свою жертву из будущих заданий и порешать вопрос заранее. В итоге мы имеем игру, в которой разработчики собрали все лучшее, что было в прошлых частях. Дали нам возможность играть по их сценарию или самим выбирать путь теней. А новый движок создал нам атмосферу окружающего мира, добавил новые механики боя, стелса и паркура. Я бы поставил этой игре твердую 7 из 10. В принципе, юбики создали очередной коммерческий продукт, на котором планировали зарабатывать ближайшие несколько лет, и обещали следить за технической частью игры, а также добавлять новые активности или коллаборации с другими брендами. Но это уже совсем другая история.
А ты уже играл в Shadows? Заметил еще какие-нибудь отсылки к прошлым частям? Пиши в комментариях и не забудь поставить свой королевский лайк. Оз был на связи. Всем сайонара.